Привет! В этом мире достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить потребности каждого человека. Но недостаточно, чтобы унять жадность даже меньшинства. В этом ролике мы поговорим о важной социальной теме антипотребления и минимализма. Разберемся, как отказ от ненужных вещей может значительно улучшить нашу жизнь. Почему iPhone — это краеугольный камень потреблятства, а глобальные корпорации спонсируют рабство детей. Можно ли отказаться от всего и отправиться в кругосветное путешествие? А также как движение FIRE выходит на пенсию в 35, причем с такой же зарплатой, как у большинства из нас. Ставь лайк, подписывайся на Ежа, не будем терять ни секунды, погнали! Технологический прогресс и рыночная экономика — это, конечно же, хорошо, но порой мы не замечаем того, как становимся рабами собственных вещей, причем большая часть из них нам даже не нужна. А у некоторых это вообще превращается в какую-то болезнь и доходит до полного абсурда. И люди начинают накапливать, например, красивые баночки, бутылочки или коробочки из-под кофе. И в какой-то момент я начал замечать, что излишнее потребление делает людей несчастными, превращает нас, разумных homo sapiens'ов, практически в рабов. Рабов своих желаний, привычек и вещей. А далее и в рабов своего образа жизни. Когда-то я и сам страдал подобным недугом, и мне хотелось накапливать все больше и больше разных благ. Однако позже я понял, что гораздо более выигрышная стратегия — это избавиться от всего лишнего и стать более мобильным. И если упростить, исключить все ненужное, то можно всю свою жизнь убрать в один чемодан. И в такой парадигме ты становишься гораздо более свободным. Ничто не мешает тебе неделю побыть в Иркутске, неделю побыть в Сочи, а потом поехать в Грузию. В наше время подобному явлению даже придумали интересный термин — цифровой кочевник. Но что если я скажу, что в излишнем потреблении не всегда виноват ты сам? И эту модель поведения тебе навязали корпорации посредством маркетинга, чтобы сделать тебя зависимым, а твое поведение предсказуемым, чтобы посадить тебя на это дешевое удовольствие покупать, завладевая при этом не только твоими деньгами, но и привычками, разумом. И даже когда вы просто слышите слово «покупать», вам в мозг ударяет значительная доза дофамина. А самые же гениальные маркетологи придумали такую вещь, как запланированное устаревание. Благодаря этому никому не хочется ходить со старым айфоном в кармане. А прошлогодняя коллекция платьев в этом году становится уже не модной. Чтобы лучше понять, о чем я говорю, посмотрите фильм «99 франков». Я провожу свою жизнь, манипулируя вами за 75 тысяч франков в месяц. Когда вы после жесточайшей экономии покупаете наконец тачку своей мечты, я превращаю ее в старье. Это моими стараниями вас вечно настигает разочарование. Я тот, кто проникает в ваш мозг, кто резвится в вашем правом полушарии. Своих желаний у вас больше нет. Я навязываю вам мои. Так, например, гениальные маркетологи пересадили людей на Айкос. Он на 95% безопаснее, нежели органический аналог. Но на деле какая разница, каким дерьмом вы убиваетесь? Главное, что это приносит миллиарды корпорациям, которые вас дрессируют. Однако всегда и во все времена самым дорогим и самым востребованным товаром были люди. И в данный момент я говорю не о каких-то там эфемерных вещах, а о самом настоящем рабстве. Ведь все, что имеет значение для сильных мира сего, это ресурсы. Добывай ресурсы, зарабатывай деньги, а местные население — это либо рабская сила, либо они просто мешают. Реальный факт: более 50% текущего капитала было построено на рабстве. И даже в текущий момент более 50 миллионов человек в более чем 150 странах мира находятся в современном рабстве. И во все времена рабство выглядело по-разному. Когда-то оно выглядело так, чуть позже стало выглядеть так, а вот так оно выглядит в наше время, в наши дни. Думаете, это вас не касается? Но вы каждый день пользуетесь их продуктами, возможно, даже об этом не знаете. Например, это такие крупные компании, как Apple и Nike, которые плотно сотрудничают с Китаем. И только в 2024 году капитализация Apple составляла 3-4 триллиона долларов. Но данные деньги довольно грязные. Ведь убери из этой системы рабский труд миллионов африканских детей, и весь наш цивилизованный мир рухнет. А вместе с ней рухнет и вся мировая экономика. И об этом все прекрасно знают, все прекрасно догадываются, но сделать ничего не могут, потому что нету альтернатив. И для тех, кто еще не понял, о чем идет речь, я говорю о батарейках, а если быть точнее, то о кобальте, большая часть которого добывается в Демократической Республике Конго. Там тысячи детей работают на нелегальных шахтах в опаснейших и ужасных условиях, постоянно подвергаясь риску обрушения или отравления. И что самое обидное, один из самых ценных, один из самых дорогих ресурсов добывают практически за еду. А если быть точнее, то примерно за $1 в день. И неужели у всего этого ужаса нету альтернатив? Есть. Только они сильно уступают по емкости батареи. И кобальт — это лишь пример.
И таких примеров, к сожалению, можно найти огромное количество. Практически каждый раз, когда вы откусываете шоколадку Nestle, вам нужно благодарить руки ребенка-раба. Крупнейшие мировые автопроизводители также замешаны в этих преступлениях. Все они также добывают кобальт на рудниках Конго. И на самом деле это никого не волнует. Компания Shein, самая популярная компания в мире моды, использует в своей одежде хлопок, произведенный рабским трудом. Несложно догадаться, что большая часть других самых популярных брендов вовсе не такие уж белые и пушистые, как кажется на первый взгляд. В этом мире тратятся миллиарды на создание правильной репутации. Жестокое обращение с детьми, насилие и убийство – это лишь малая часть того, что стоит за невинным потреблением. И, к сожалению, ситуацию мало чем можно изменить. Но все же вернемся к более позитивным аспектам. А именно, как избавление от ненужных вещей может сделать вас счастливее. Когда ты избавляешься от иллюзорного и бренного, того, что заставляет чувствовать твою собственную значимость, ты обретаешь духовную силу. И согласно моей философии, самое классное – это владеть всем, не имея ничего. И во многом человек, отказавшийся от всего, чувствует себя гораздо более свободно, чем миллиардеры, миллионеры и сильные мира сего. А все потому, что на них нету груза, огромных обязательств, и поэтому они чувствуют себя свободно. Но все же есть моменты, в которых антипотребление и минимализм только вредит. И в данный момент я говорю о всем том, что напрямую касается вашего здоровья. Никогда не стоит экономить на 3 вещах: на вашем здоровье, на вашем образовании и на вашем питании. И я думаю, здесь все максимально понятно. Если вы будете экономить на здоровье, то это может значительно сократить срок вашей жизни. Сэкономленные пару сотен долларов на обследованиях могут вылиться в серьезные заболевания, которые гораздо проще и дешевле было бы предупредить. И я думаю, стоит промолчать о всяких разных целителях и нетрадиционной медицине. Всякое лечение должно быть осмысленно и иметь доказательную базу. Никогда не стоит пихать в себя те лекарства, которые вам не назначал врач. То же самое касается и питания. Ты то, что ты ешь. Будешь бесконечно есть фастфуд, пить алкоголь и мало двигаться, превратишься в скуфа. Кстати, недавно я снимал ролик о том, как превратился из скуфа в нормального человека за 14 дней. Так что я тебе рекомендую его посмотреть. Ну и, конечно, не стоит экономить на том, чем ты кормишь свой мозг. Духовная пища и образование также важны для полноценного существования в этом мире. Ведь согласитесь, если вы будете недостаточно образованы, у вас не будет достаточного количества денег. И вы не сможете путешествовать, наслаждаться жизнью и чувствовать себя спокойно. А если вас интересует качественное образование и удаленная работа, то можете присмотреться к Дарвейной движухе. Там ты научишься управлять мощью нейросетей и создавать автоматические сайты. А впоследствии зарабатывать на зарубежном партнерском маркетинге от 300 тысяч рублей, автоматизировать, масштабировать и делегировать свои задачи. А веду это мероприятие непосредственно я, человек с 11-летним опытом. Поэтому залетай на движуху по специальной низкой цене по промокоду, который ты видишь сейчас на экране. И да пребудет с тобой сила. А мы двигаем дальше, ведь впереди нас ждет еще больше всего интересного. Например, я расскажу, как движение FIRE выходит на пенсию в 35 лет, причем с такими же заработками, как у нас. Но для начала нужно немножко разобраться в финансовой грамотности. Я, например, тот самый человек, который за свою жизнь не брал ни одного кредита. И да, такие люди действительно существуют. И подобной стратегии я рекомендую следовать каждому, кто хочет маломальски прийти к пассивному заработку. И даже когда вам не хватает денег на ту или иную вещь, лучше отказаться от этой идеи и брать заемные деньги. Ведь вам их потом придется отдавать, и отдавать с очень большими процентами. Ничего глобального не случится, если вы сейчас не купите себе новый iPhone. Ничего глобального не случится, если вы сейчас не купите себе машину и будете пользоваться каршерингом. Я уж не говорю о каких-нибудь ненужных безделушках или предметах роскоши. Первое правило богатого человека – живи по своим средствам. Ведь абсолютно не важно, как много ты зарабатываешь, если ты не умеешь обуздать свои желания. Даже если вы получаете миллионы, но тратите больше, чем получаете, это означает то, что вы стали рабом своих трат и рабом своих вещей. Нету ничего постыдного в богатстве, наоборот, мы все должны к этому стремиться. В нашем мире можно выжить без всего, но только не без денег. Но всякое богатство в первую очередь начинается с правильных привычек и правильных установок, а также с самодисциплины и с умения контролировать свои желания. Богатый человек может быть скромен. Вы можете жить с ним по соседству и даже не догадываться о его баснословных богатствах. Единственное, что будет его выдавать, это манеры и взгляды на этот мир. Понтуются же чаще всего дорогими безделушками неуверенные в себе мальчики. Помни, корпорации любят, когда ты сидишь на игле потребления.
но делает ли это твою жизнь счастливее? Поэтому я никогда не бегаю за модными шмотками, крутыми брендами и прочими безделушками. Для меня это более чем бессмысленное занятие. Людям же часто срывает крышу от разных модных брендов. Я же свободен от этого всего и получаю гораздо больше удовольствия, наслаждаясь этой свободой. Я вообще предпочту купить какую-нибудь недорогую черную кофту без каких-либо логотипов. Это разумно, потому что за бренд мы переплачиваем часто еще и 90% цены. Как маркетолог с очень большим стажем я могу сказать точно, что дорого не всегда значит качественно. Дорого значит то, что ты хороший маркетолог. И только для видео мне приходится выглядеть ярко. Еще более глупое и бессмысленное занятие — это пытаться казаться круче в чьих-то глазах. То есть реально люди берут кредиты, переплачивают огромную сумму денег, чтобы купить iPhone. Чтобы другие люди, которым абсолютно пофиг на вас, подумали, что вы крутой челик. Как по мне, это абсолютный идиотизм. Как минимум потому, что это абсолютно бесполезно. Другие люди абсолютно ничего о вас не думают, потому что они целиком и полностью погружены в свою собственную жизнь. Скажу вам по секрету, большая часть подобных брендов никогда не создавалась для богатых. Они создавались для бедных, которые пытаются казаться богатыми. Чтобы это понять, посмотрите, как просто одеваются миллиардеры. Да, они создают тренды и моду, и на вашем желании казаться исключительными зарабатывают миллиарды. Но сами же играют совсем по другим правилам. Так что стратегия покупать дорогие вещи в кредит, а потом бичевать и жаловаться, что у вас нету денег, такая себе. Если мне что-то было очень сильно нужно, то в первую очередь я старался заработать денег, чтобы потом это купить. Если же я не мог себе что-то позволить, я просто проходил мимо и особо не запаривался на этот счет. И возвращался только в тот самый момент, когда у меня были на это деньги. Вообще я считаю, что очень многое в этом мире потребляется не из-за нужды, а из-за человеческой жадности. Так, например, модные бренды уничтожают свои нераспроданные коллекции, поступая не только нерационально, но и нанося огромный ущерб экологии. Ведь 5% выбросов парниковых газов и целых 20% загрязнений пресной воды поступают из-за текстильных производств. Не говоря уже о том, что на миллиарды долларов уничтожается вполне себе пригодная продукция. В тот самый момент, когда африканские дети ходят голые и босиком. А причина тому как раз то самое запланированное устаревание. Ведь то, что было модно прошлой осенью, в этом году уже не котируется. Точно по такому же принципу выкидывается от 14 до 17% продуктов, пригодных для питания. И пока в одних странах нету доступа к чистой воде и нечего есть, другие просто выкидывают ненужное на улицу. Гораздо лучше, я считаю, сосредоточиться на изучении этого мира, на изучении самого себя. Ведь если покинуть пределы своей квартиры, можно узнать, что мир кругом очень даже интересен. Он просто изобилует красивыми местами, интересными людьми и всякими разными вещами, которыми можно заняться. Потребительство же привязывает вас к вашей каморке, где вы становитесь заложником повседневной рутины, созданной лишь для того, чтобы купить новые вещи. И тем самым вы пропускаете огромное количество ярких, незабываемых моментов. Когда ты идешь босиком по берегу Атлантического океана, тебе становится абсолютно наплевать, сколько у тебя денег, какие у тебя шмотки, сколько десятков наборов посуды ты купил и какой марки дома у тебя стоит телевизор. Все, что у тебя есть, это рюкзак и свобода делать то, что тебе нравится. И подобным богатством не обладают даже многие миллиардеры. Потому что жизнь реально коротка, вы не сможете забрать с собой все вот эти вот вещи. Сколько я видел никому не нужного хлама, который остается после людей. Все эти вещи, которые были когда-то для кого-то важными, выполняют только одну функцию — пылесборник. Перед смертью вы вряд ли будете думать о том, что не купили себе новую кофемолку. А вот что реально будет иметь значение, это люди, которые были в вашей жизни, и места, которые вы посетили, а также количество добрых дел, яркие воспоминания, ваше наследие, что вы оставляете после себя. И я говорю не о генетическом коде. Ведь парадокс заключается в том, что большая часть людей уходит, как будто их никогда и не было. Не остается ничего, кроме горстки праха и могильной плиты. На смертном одре вы будете жалеть о том, что не повидали мира, не делали того, что хотели делать. И вообще лучше ошибаться, делать глупости, снова делать глупости, раз за разом, до тех самых пор, пока у вас что-то не получится. Ведь в конечном итоге цель нашей жизни — это обретение внутреннего счастья, обретение внутреннего баланса. Если же вместо этого ты занимаешься никому не нужным потребительством, то это будет тебя глубоко в душе очень сильно угнетать. Это глупо. Люди работают на 3 работах, чтобы купить ненужные им вещи, чтобы произвести впечатление на людей, которым на вас абсолютно пофиг. Не лучше ли взять и сосредоточиться на том, что вам действительно интересно, на том, что вас зажигает изнутри? Ведь согласитесь, на самом деле человеку не так-то уж и много чего нужно для счастья, а все же остальное навязано маркетингом. И как говорится, жадность никогда нас не приводит к счастью, потому что чего бы мы в таком случае не получили, мы будем хотеть еще и еще. Это бесконечный процесс, как хвост Урабороса, поэтому вам желательно научиться отличать то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано обществом.
Вообще, я ярый приверженец минимализма и того, что всю свою жизнь можно легко запихнуть в один чемодан. Ведь это еще и практично. Люблю, когда под рукой находится все только самое необходимое. А все остальное излишнее, и без этого вполне себе можно обойтись. А в любом путешествии вам достаточно иметь только 3 вещи. Это паспорт, телефон и деньги. Ну, в моем случае еще и камеру с микрофоном. Кстати, насчет денег я так и не рассказал о движении FIRE, и самое время это исправить. Эта аббревиатура переводится как финансовая независимость, ранний выход на пенсию. И эти люди те еще смельчаки, ведь они вкладывают практически все свои деньги, чтобы рано выйти на пенсию. Например, я знавал такого, кто откладывал 80% от своего заработка. Вкладывал их в разного рода активы, такие как, например, ОФЗ, облигации федерального займа, или же дивидендные акции. Если ты простой смертный без миллионов накоплений, доставшихся от деда, то заработать капитал ты можешь только одним путем. И это сложный процент. Суть данного способа заключается в том, что ваш заработок будет расти не линейно, а экспоненциально. Тем самым, чем больше проходит времени и чем больше денег вы вложили в свою будущую финансовую независимость, тем быстрее будет расти ваш ежемесячный доход. Естественно, при условии постоянного реинвестирования заработанных средств. Но все это эфемерно, и я постараюсь объяснить вам, как это работает на реальном примере. Допустим, мы имеем человека с заработком 100 тысяч рублей в месяц. Такую сумму сейчас зарабатывают даже курьеры. Если не верите, внизу я прикрепил статистику заработка курьеров в разных регионах. Из этих 100 тысяч мы будем 80 вкладывать под 20% годовых. То есть каждый месяц регулярно мы будем 80 тысяч брать и вкладывать под проценты. И приходящие проценты мы будем тоже брать и вкладывать под проценты. Первый год мы не заметим какой-то особой магии, и наш заработок составит 110 тысяч рублей с копейкой. Однако, если мы будем достаточно дисциплинированы, уже через 5 лет наша сумма заработка составит почти 3,5 миллиона, а общий капитал будет уже 8 миллионов 350 тысяч. Как видите, суммы по прошествию времени становятся все более и более вкусными. А теперь давайте посчитаем, сколько мы заработаем, если будем следовать этой стратегии на протяжении 15 лет. А за 15 лет ваш доход составит 75 миллионов, а ваш общий капитал будет равен 91 миллиону. И именно по такому принципу работает экспоненциальная система в действии. Теперь вы понимаете, почему богатые богатеют, а бедные продолжают беднеть. А через 30 лет следования подобной системе у вас будет 1 миллиард 868 миллионов. Как вам такая пенсия, дорогие мои? Не правда ли чуть больше, чем 25 тысяч рублей? Если бы Уоррен Баффет прожил еще 100 лет, то он бы продемонстрировал, что такое настоящее неравенство. И больше всего влияет на скорость выхода на пенсию два фактора. А именно, сколько денег вы будете вкладывать в месяц и под какой процент. И здесь важно понимать, что чем выше процент, тем выше риски, в том числе и все потерять. Это подобно тому процессу, как человек взбирается на гору. Если он выбирает опасный путь, то он будет значительно короче, но при этом большой шанс, что он упадет и сломает себе шею. Если же он выберет пологий склон, то будет идти значительно дольше, но зато со 100% вероятностью дойдет. По такому принципу работают все инвестиции в нашем мире. Выше риск, выше процент, ниже риск, ниже процент. Движение же FIRE ставит перед собой задачу выйти на пенсию в максимально короткие сроки. Многие из них настолько фанатичны, что могут реально вкладывать 80% своего заработка, сами же при этом питаясь условным дошираком. Только представьте, насколько у людей должна быть большая сила воли, чтобы пойти на такое. Однако, так как скорость выхода на пенсию напрямую зависит от сумм, которые вы вкладываете, возможно, гораздо более выигрышной стратегией будет сначала разогнать свой доход. И здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Возможно, вам будет интереснее заняться бизнесом, возможно, найти высококвалифицированную работу. Так, например, крутые айтишники и топ-менеджеры порой зарабатывают и 300, и 400 тысяч. Или же вы можете быть хитрее, выучить зарубежные языки и работать с теми странами, где зарплата больше. В наше время таким образом поступают миллионы фрилансеров из таких стран, как Россия или Индия. Напиши в комментариях, смог бы ты вкладывать 80% своего дохода ради выхода на раннюю пенсию. Я же считаю, что здесь есть значительное преимущество у тех, кто рано начинает этим заниматься. А впереди нас ждет еще более интересное. Как реклама и маркетинг заставляют нас становиться рабами потребления. И одна из таких хитрых манипуляций – это заставить тебя думать, что ты особенный. Ведь бренды пошли куда дальше, они уже давно продают не вещи. Они продают эмоции, играют на тонких струнах души, а в данном случае на желании быть особенным и уникальным. Таким образом, крупные бренды создают иллюзию статуса. Логотип на груди или на вашей машине значит, что вы играете в высшей лиге. Или, например, этот парфюм для сильных и независимых мужчин.
И ничего, что до этого его купило миллион других. Кстати говоря, реальная себестоимость парфюма составляет всего 10% от его цены. А теперь вспомните цены в магазинах и представьте, насколько это прибыльный бизнес, созданный исключительно на вашем желании казаться уникальным. Добавьте сюда хитрейшую манипуляцию новинка ради новинки. Ведь через год стабильно выходит новый аромат, который становится трендом сезона, а старый становится уже не модным и не актуальным. Или же, например, новый iPhone. И в данном случае можно пойти еще дальше, используя программное обеспечение, искусственно его замедлить. Тем самым, когда выходит новая новинка, ваша старая версия почему-то начинает работать сильно хуже, и вам приходит в голову закономерная мысль, что вам пора обновиться. Как же удобно строить бизнес, когда обновление замедляет старые модели. А как насчет еще более жесткой манипуляции, которой пользуются самые дорогие бренды? Они давят на ваш статус, на ваши комплексы, на ту мысль, что без этой вещи ты никто. Например, нету машины, не мужик. Ходишь с китайским телефоном, значит бомж. Зато когда на вашем автомобиле красуется лошадь, а на телефоне яблоко, все кругом видят ваш статус. Но подобное больше работает в премиум-сегменте. А как же заставить покупать бедных, подсадить их на эту иглу потребления? И есть еще одна хитрая манипуляция, нацеленная именно на эту группу людей. И звучит она так: ложная экономия. Скидки недели, месяца, века. Тот самый момент, когда вы видите желтый ценник, ваше сердце начинает быстро биться. Перечеркнутая цена и скидка 70% заставляет тебя расстаться с деньгами, даже не раздумывая. Как же все-таки удобно, когда ты можешь нарисовать исходную цену, такую, какую хочешь. Бесконечный парад скидок заставит тебя приобретать даже то, что тебе было изначально не нужно. Искусственно создается иллюзия ложной дешевизны, и вы просто-напросто сливаете свои деньги. В наше время шопоголиков легко можно отнести к категории зависимых людей, наряду с такой категорией, как лудоманы или наркоманы. И это утверждение абсолютно не лишено смысла, потому что в голове задействуются те же самые рецепторы. А также вы можете не замечать, куда уходят ваши деньги. И это касается индустрии платных подписок. Например, вы подписались на какой-нибудь сервис, например, Netflix, Spotify или премиум в играх, и каждый месяц списывается по 500 рублей. Вроде бы немного, но за год набегает. Например, на эти деньги вы вполне могли бы купить билет до моря. А у большинства людей подобных подписок подключено огромное количество. А еще хитрые компании легко умеют создавать искусственный дефицит. Создано это для того, чтобы ты боялся упустить момент. Таким образом, например, всегда поступают производители топовых видеокарт, что заставляет их легко продавать на 200-300% дороже заявленной стоимости. А также это хорошо работает с лимитированными коллекциями. Люди, как полоумные, ломятся в магазин, дерутся, а через месяц вы видите те же самые товары уже на Авито за копейки. Ведь установка «Успей купить» прекрасно работает. А еще хитрые корпорации неплохо умеют зарабатывать на доп-сервисах. В качестве примера, принтер может стоить копейки, а вот картриджи для него могут стоить практически как половина принтера. Или, например, капсульная кофемашина, для которой работают только капсулы этого бренда. Или же стики для всеми любимого Айкоса, который на 95% безопаснее обычных сигарет. Люди как бы сначала платят за товар, а потом еще подсаживаются на регулярную подписку. Ведь какой толк от кофемашины, которая тебе не может приготовить кофе? Однако самые гении маркетинга идут гораздо дальше. Они используют все эти подлые приемы одновременно, тем самым не оставляя потребителю ни единого шанса принять собственный выбор. Как говорилось ранее, в фильме «99 франков» выбор делаете не вы сами, его делают за вас. Огромные корпорации решают, что будет модно, а что нет, что вы будете есть, во что будете одеваться, что будете смотреть и так далее. В реальности среднестатистический человек практически лишен такого права, как делать выбор. То же самое касается и медиапространства, где товаром выступаете непосредственно вы. Все алгоритмы всех социальных сетей сейчас устроены примерно одинаково. Все они имеют систему рекомендаций и подкидывают то, что вам будет наиболее интересно. Тем самым, попав в эту ловушку, из нее практически невозможно выбраться. Ведь система не нацелена на то, чтобы вы повышали кругозор. Система нацелена на то, чтобы вы получали дешевую дозу дофамина, чтобы в конечном итоге выдрессировать вас, подобно собаке Павлу. Вы же помните, что я говорил, что в данном случае товаром являетесь вы. Так вот, самый ценный товар, который покупают все перечисленные ранее бренды, это ваше внимание. Я думаю, каждый замечал, что в любой ленте присутствует ненавязчивая реклама. Да, вас просто-напросто продали и будут продавать все то время, что вы пользуетесь этими ресурсами.
ресурсами. Как маркетолог с 17-летним стажем я прекрасно знаю, о чем сейчас говорю. Как видите, чрезмерное потребление – это даже не ваша вина. Эту концепцию навязывали вам всю вашу жизнь, впитывали в вас с молоком матери. Тебе в руки попало видео, которое невыгодно ни одной крупной корпорации мира. Ведь отказ от чрезмерного потребления начинается в первую очередь от осознания проблемы. Грустного осознания того, что ваши мысли, ваши идеи вам не принадлежат. Грустного осознания того, что вы лишь винтик в этом огромном бездушном механизме. А сейчас я расскажу тебе о том, как избавиться от этой потребительской ловушки. Ведь чрезмерное потребление в конечном итоге не делает нас счастливыми. А крупнейшие корпорации используют наши древнейшие страхи и инстинкты, такие как, например, эффект ФОМО, страх упущенной выгоды, или же лимитированные серии и скидки, что в конечном итоге приводит к гиперпотреблению, долгам, кредитам и, конечно же, к чувству постоянной нарастающей тревоги. Переход к минимализму будет той самой стратегией, которую мы можем использовать для борьбы с потреблятством. Вы должны понять такую вещь, что гораздо лучше покупать меньше, но качественней. А всякую покупку пропускать через фильтр, реально ли это мне нужно? Ведь вполне возможно, что данную мысль вам просто навязали. И здесь отлично работает стратегия отложенной покупки. Вместо того, чтобы купить какую-то вещь сразу, лучше отложите эту процедуру на 30 дней. За этот промежуток времени вы успеете понять, реально ли вам нужна эта вещь или же нет. Я вас уверяю, от большей части ненужных покупок можно отказаться, просто следуя этой стратегии. А также используйте такой инструмент, как деконструкция рекламы. Смотрите осознанно на то, что вам предлагает маркетинг. Так, например, в 1954 году экономист Виктор Лебоу заявил, что наша экономика требует того, чтобы потребление стало образом жизни. Эта инициатива исходила из того, что после Второй мировой войны компании столкнулись с перепроизводством. Именно в то время начали активно продвигать культуру потребления. Однако в наше время нужно смотреть на вещи более осознанно, потому что помимо очевидных проблем есть еще и неочевидные, такие как, например, проблема экологии. Вместо того, чтобы выкидывать и уничтожать какую-то старую вещь, всегда можно дать ей второй шанс. Так, например, не обязательно выкидывать пальто, если у него оторвалась пуговица. Достаточно ее просто пришить. А многим вещам после использования вполне можно дать вторую жизнь. Стекло, пластик и бумага легко перерабатываются, не создавая проблем для экологии и не загрязняя окружающую среду. Тем самым вы можете использовать раздельный сбор мусора. Пластик выкидывать в пластик, стекло в стекло и так далее. Таким образом вы будете оказывать огромную услугу нашей экологии. Ведь только за год в наш океан попадает от 8 до 12 миллионов тонн пластика. Это если бы каждую минуту в воду скидывали грузовик с мусором. Так, например, уже сейчас в Тихом океане есть большое мусорное пятно. И все бы ничего, да только оно размером сопоставимо с Францией, Германией и Испанией вместе взято. И все бы ничего, да только пластик разлагается порядка 500 лет. И даже после разложения он не исчезает полностью, а становится так называемым микропластиком. Более 100 тысяч морских животных и миллион морских птиц каждый год погибают от пластика. И этот же микропластик потребляем и мы, вместе с рыбой, которую мы едим. Так что данная проблема гораздо более глобальная, чем кажется на первый взгляд. И большая часть СМИ просто скрывает от нас эту правду. И если верить статистике, только 9% пластика реально перерабатывается. К счастью, человечество понимает, что загрязнение окружающей среды может привести и к вымиранию самого человека. И уже создали стартап The Ocean Cleanup, который очищает мировой океан от пластика. А в некоторых странах уже законодательно запретили пластиковые пакеты. И на самом деле есть надежда. Если сократить пластиковые отходы на 50%, то уже к 2025 году мировой океан сможет частично очиститься. Однако сможет ли человечество отказаться от половины пластика? Вопрос довольно риторический. Но вернемся назад к потреблятству. Вы должны осознать, что шопоголизм является такой же наркотической зависимостью, как и другие, а дешевые маркетплейсы, такие как Озон или Wildberries, только способствуют его развитию. Многие люди также испытывают постпокупочный стресс, когда недавно купленная вещь не приносит должного уровня счастья. Но вместо того, чтобы осознать корень этой проблемы, они просто идут за новой покупкой. Также вы должны понять, что бренды равно качество — это всего лишь миф, навязанный вам извне. И именно за бренд вы чаще всего переплачиваете от 200 до 1000% цены. За то самое эфемерное и прекрасное чувство статуса. Многие подобные вещи могут делаться даже на одном заводе, но зато продаваться с разницей в 10x к цене. Крупные бренды способны буквально продать вам воду из
из-под крана по необычайно высокой цене. Тем самым доходность данного бизнеса составляет рекордные 260 000%. Задумайся об этом, когда в очередной раз захочешь приобрести в магазине бутылочку водички. Помимо всего прочего, все бренды стремятся к шинфляции и снижению уровня качества. Шинфляция в данном случае это когда объем товара уменьшается, а цена остается прежней. Думаю, вы не раз замечали, когда, например, покупаете молоко, а там уже не честный литр, а 0,85. Или вместо упаковки из десятка яиц вам продают 8. Что же касаемо снижения качества, каждому бренду выгодно, чтобы их продукция ломалась. Причем желательно, чтобы после окончания гарантийного срока. Таким образом, наушники, зарядки и шнуры служат все меньше и меньше. Также вы должны понять, что излишнее потребление не равно богатству. Вы никогда не сможете разбогатеть, если большую часть денег сливаете на безделушки. И даже более того, согласно исследованию, 90% миллионеров не носят дорогие часы и не ездят на люксовых авто. Согласитесь, такая реальная статистика невыгодна культуре потребления. Поэтому на обложках глянцевых журналов, в телевизоре и в социальных сетях вы видите совсем другую картину. Ведь истинно правильно лишь та точка зрения, которая была популяризирована. Никому в этом мире не нужна правда. Она просто-напросто невыгодна. Для примера, среднестатистический американец за свою жизнь зарабатывает $2 миллиона. Но к концу его жизни остается всего 100 000. И все по той лишь причине, что он все их потратил. Не менее важен и другой психологический аспект, почему мы не можем расстаться с ненужными вещами. И именно по этой причине многие из нас заболевают болезнью Плюшкина. Начинают накапливать всякий ненужный хлам. Существует так называемый эффект владения. Как только вещь становится нашей, мы подсознательно придаем ей больше ценности. Поэтому людям сложно расставаться даже с абсолютно ненужными вещами. А также этому способствует иллюзия дефицита, которая также навязана маркетингом. Вам кажется, что товар ограниченный, эксклюзивный, редкий, и как можно от такого избавиться? Поэтому даже при условии, что он вам абсолютно не нужен, начинает загромождать ваше личное пространство. Помните о том, что дефицит товара – это чаще всего маркетинговая ложь. И не менее страшно осознание того, что нас начинают программировать еще в детстве. Так, например, в 1980 году корпорации начали активно продвигать рекламу на детей. В качестве примера можете посмотреть на Happy Meal от Макдональдс, тот самый с детскими игрушками. Таким образом, мы с самого детства начинаем привыкать, что новая вещь равно счастье. А в 1990 году исследование Nike показало, что дети узнают их логотип значительно раньше, чем собственное имя. После этого осознания только представьте, какой мощью на самом деле обладает маркетинг. Мы в действительности впитываем это с молоком матери, узнаем крупные бренды раньше, чем свое имя. И если вы думаете, что богатые люди в наше время любят хвастаться вещами, то эта тенденция пошла на нет. В 2000-х годах богатство показывали через Lamborghini и Rolex, а уже в 2020-х богатые демонстрируют статус временем. Ведь в действительности настоящая роскошь – это свобода, а не вещи. Отдых, тишина и отсутствие соцсетей в наше время является истинным богатством. И что самое интересное, эта роскошь, в отличие от Rolex и Lamborghini, доступна каждому. Нужно лишь отказаться от жадности, отказаться от животных инстинктов. И в реальности вполне возможно, что ты на самом деле гораздо богаче, чем тебе кажется на первый взгляд. Ведь истинная роскошь сейчас это время, а не деньги. Единственная вещь, которую невозможно купить. В средние века у крестьянина было меньше 10 вещей, и он не чувствовал себя несчастным. В 19 веке средний гардероб человека в Европе составлял 3-5 комплектов одежды. Сегодня же у каждого в среднем насчитывается больше 70. И люди тысячи лет жили без постоянного шопинга. Так почему же сейчас нам навязывают, что потребление равно счастью? А теперь мы поговорим о решении проблемы. Как же выйти из этой матрицы потребления? Первое, что вы можете сделать, это отказаться от концепции покупать и перейти к концепции использовать. Особенно это касается тех вещей, которые вам не нужны на всю жизнь. Так, например, вы можете взять в аренду свадебное платье или объектив для фотоаппарата. Учитывая, что свадебное платье нужно 1-2 раза в жизни, эта концепция кажется разумной. Точно так же большое количество людей отказывается от желания иметь собственный автомобиль и все чаще прибегают к услугам каршеринга или такси, ведь автомобиль в наше время действительно можно считать роскошью. И не каждый готов потратить на эту роскошь 5-10 лет своей жизни. К тому же автомобиль будет постоянно тянуть из вас деньги, потому что его нужно обслуживать, нужно платить налоги, заправлять и так далее. Пользуясь же каршерингом или такси, вам не нужно всем этим заниматься самому. И концепция пользоваться, а не владеть, все больше становится популярной у людей, которые стремятся к разумному образу жизни. Следующее, что вы можете сделать, это начать фильтровать рекламу. Отписаться от всяких разных блогеров, которые рекламируют всякую дичь, поставить блокировщики и так далее. Таким образом, чем меньше вы будете видеть информационного шума, тем меньше вам смогут навязать. Ведь гении маркетинга используют
используют все психологические приемы, давят на самые больные точки и даже на вашу самооценку. Рекламе выгодно навязать, что вы какой-то неполноценный или не такой, и что лишь приобретя эту вещь, вы станете королем этого мира. Также вы должны развивать навык отложенного удовольствия. Другими словами, научиться ждать и осознавать, что вещи не решают ваши психологические проблемы. Все это поможет вам отказаться от ненужного потреблятства и сделает вашу жизнь гораздо более наполненной. Так, например, я для себя решил, что свобода гораздо важнее всего этого потребления. И это чувство я не променяю ни на какие шмотки и цацки. Я более чем уверен, что человеку для полноценной жизни нужно не более чемодана вещей. В этом плане можете глянуть на досуге фильм «100 вещей и ничего лишнего». Он как раз заставляет задуматься о некоторых важных вещах. И согласитесь, гораздо приятнее изучать этот мир, посмотреть разные страны и города. Ведь этот мир переполнен разного рода классными и крутыми вещами. И что самое крутое, большая часть этой красоты абсолютно бесплатна. Наполняй свою жизнь эмоциями и яркими впечатлениями. Научись не только потреблять, но еще и отдавать что-то этому миру. Так, например, я для себя поставил грандиозную цель. Хочу к концу своей жизни на балансе накопить 1 000 000 спасибо. То есть услышать спасибо от 1 000 000 разных людей. Можете также начать это делать в комментариях, что также приблизит меня к моей цели. А сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и посмотри другие ролики, которые ты видишь сейчас на экране. Они тоже очень интересные и очень полезные. Не будем терять ни секунды, встретимся там.